Всем привет! И сейчас я вкратце расскажу, как мы будем с вами взаимодействовать. Если вы напишите комментарий в чате под видео во время стрима, то этот комментарий увидят все зрители. Если там будет какой-то вопрос, я отвечу на этот вопрос. А может быть, не отвечу. Но если вы хотите, чтобы ваш вопрос был озвучен обязательно, с какой-либо цензуры, тогда под видео есть две ссылки. Первая, ссылок там много, но самая верхняя ссылка на донат-стрим. Вы делаете любой донат, 2 рубля, 5 рублей, 100 рублей, и в месте для сообщений пишите свой вопрос. Чем дороже ваш вопрос, тем раньше я начну на него отвечать. То есть, если поступило 5 вопросов, 4 по 10 рублей и 1 по 100, на первом месте будет стоять вопрос за 100 рублей, а все остальные будут ниже. Если вдруг появится какой-нибудь вопрос за 1000 рублей, то на первом месте будет стоять вопрос за 1000 рублей, второй вопрос за 100 рублей, и все остальные потом. Если вы хотите, чтобы я озвучил, что поступил вопрос от такого-то, такого-то человека, тогда в тегере сообщения напишите, что вопрос от меня и вопрос. Если вы сделаете донат от 500 рублей и выше, вот здесь появится ваше имя на 1 месяц. С одной стороны, может показаться, зачем это надо. С другой стороны, если вы, например, напишите вместо своего имени Василий, Агафен или еще какого-нибудь, услуги фотографа, и телефон, или e-mail, то здесь будет висеть именно эта запись. То, что вы написали в поле имя. Также вам доступно будет указать URL видео с YouTube протяженностью не более 10 минут. Это также доступно при донатах от 500 рублей и выше. И ваше видео мы посмотрим в любом случае, даже если оно было отправлено, когда стрим не идет, закончился или еще не начался. Просто я это видео включу в ручном режиме и всем покажу. Также вы можете записать свое сообщение не текстом, не буквами, не на клавиатуре, а воспользовавшись микрофоном. И тогда ваше сообщение мы послушаем. Также без какой-либо цензуры, резок, запискиваний и прочего. Собственно, и все, что касалось донат-стрима. Также внизу есть другая ссылка на Donation Alert. Если вы сделаете донат по этой ссылке, то ваше сообщение, не имя, а именно ваше сообщение, будет отображаться вот здесь, внизу экрана, ровно 7 суток с момента ее отправки. Либо до того момента, когда кто-нибудь отправит туда свое сообщение дороже вашего. Также есть ссылка на Boosty. Что эта ссылка дает? На Boosty отображается все то же самое, что вы смотрите здесь на YouTube, ВКонтакте. Но, оформив самую дешевую подписку, за 100 рублей на данный момент, вы получаете возможность в комментариях указывать свои темы в течение всего месяца. То есть вы оформили подписку, заплатили 100 рублей, ваша подписка действует месяц, и вы можете отправлять свои вопросы, свои темы, все что угодно, и все это будет использоваться при создании тем нового стрима. Если же заплатите не 100 рублей, а купите более дорогую подписку, то ваше имя точно так же появится вот здесь, в спонсорах канала. Появится не сразу, как только мне придет информация, что вы оформили подписку, я в ручном режиме ее добавлю. Также там есть возможность купить мега-дорогую подписку за 1000 рублей. Купив эту самую мега-дорогую подписку, вы должны в обязательном порядке указать свой рабочий телефон. Не в смысле телефон на работе, а телефон, который работает, по которому я могу до вас дозвониться. Электронную почту. Тогда я по этим контактам свяжусь с вами. Мы обсудим технические детали, протестируем. И если все будет нормально, вы станете соведущим одного выпуска стрима. Как это будет выглядеть, я на данный момент не могу сказать. Все зависит от ряда фактов. Если будет возможность сделать видеосвязь, я сделаю видеосвязь. И тогда рядом с моей мордой лица будет ваша морда. Будет возможность просто поговорить, не знаю, например, через звонок, через какой-нибудь мессенджер. Мы сделаем так, чтобы было видно меня и слышно вас. То есть именно этим мы и займем. Ну а пока можете поставить лайк и подумать, что вам больше подойдет. А стрим начинается. Всем привет! Начинаем новый выпуск подкаста, стрима, как угодно, как хотите, называйте. Если есть что сказать, пишем в чате ВКонтакте, под видео, в чате на Ютубе. А еще лучше воспользуемся донатными ссылками. Когда точно прочитаю, точно озвучу и все такое прочее. В самом начале
В самом начале поговорим, что готовится, на мой взгляд. Поступили предложения от 3-4 товарищей вместе с ними рассказывать, какие плохие укры. Рассказывать, постить фотографии детишек, которых эти самые плохие укры взорвали, убили, разорвали и все всякое тому подобное. А раньше плохие укры не убивали никого? Убивали. А что тогда не было такой паники? День пошумим, 2 пошумим максимум, и все, и забыли. А тут уже 3-й день рассказываем. Вот смотрите, здесь убили, там убили, тут все, тут все. И все с фотографиями, с личными такими сообщениями. Тут прям вот. Сначала думал, ну, патриотично настроенным блогерам не о чем рассказывать. И надо вроде как бы так вот немножко интерес к себе подогреть. И вот один запостил, остальные поддержали, и получилась такая волна. А потом выступил царь-батюшка и сказал, что в принципе, да, на Украине мы пока еще особо-то и не начинаем. А раз он так сказал, раз мы еще не начинали, значит, с учетом такой небольшой информационной подогревки, скоро начнем. А что начнем? А вот что начнем, я уже не знаю. Вполне возможно, какая-нибудь большая бомба упадет куда-нибудь, где прямо целый детский сад. И после этого какой-нибудь не сильно нужный генерал, или, возможно, даже не россиянин, а пока еще ДНРовец, ЛНРовец, ХНРовец и прочий там орусевший рука. Скажет, да, коль мы будем терпеть, вперед порвем. И после этого массово начнется со всех сторон бомбить. И Киев, и Львов, и все остальное. Есть такое мнение. Насколько оно правильно, если честно, не знаю. Но все как-то похоже на то. А с другой стороны, вполне возможно, что кто-то где-то договорится, и ничего этого не будет. Ну, бомбили и бомбили. Лайки ставили в комнатах, и дальше будут ставить. Что такого? Ничего не поменялось. Все как было, так и осталось. Самое интересное во всей этой истории, по большому счету, всем наплевать. Всем это надоело. Как-то так. На все эту подобную хрень реагируют патриотично настроенные боты и боты, настроенные на, вернее, тоже другие патриотично настроенные боты Украины. Поэтому переходим к основной части стрима. Вопросы. Там увидите.
Первоначально было 3 вопроса, но потом небольшие фанатики объединили их в 2. А теперь, чтобы не растягивать и не разбалакивать, объединили их в 1. В Новой Москве, под Мурманском и в Сочи на пляже были избиты россияне. Ну, да, в случае в Сочи белорусы. Избитые азербайджанцами и прочими представителями национальных меньшинств. И пошла, ну правда быстренько сдулась, небольшая волна. А чё они там, фашисты что ли? Они чё, нацисты? Они чё, руки поднимать? Да как так? Да то все. Но волна сдулась. Про Новую Москву сказать ничего не могу. Данное событие прошло 3 или 4 дня назад. Интернет, который все помнит, никаких фактов об этом не оставил. Никому не интересно, что там и как. Под Мурманском были красивые большие статьи, что вот русские подростки шли по улице, на них налетели озверевшие азербайджанцы и начали бить их палками, пока чуть не избили до смерти. Но почему-то не избили. Если немножечко копнуть, поинтересоваться и как то, как все, выяснилось, что школьники русские 4, вернее между 4 и 5 утра попробовали войти в разливочную, где разливают алкогольный напиток. Охрана, состоящая из азербайджанцев, их туда не пустила. Начали с пальца веером, сопли пузырями. Не помогло. Тогда малолетние гопники позвали ребят постарше. А охрана позвала своих ребят постарше. Но потом решили сыграть о том, смотрите, чурки русских обижают. И поднялась небольшая шумиха. В Сочи все намного проще. И 2 девочки, родом из Беларуси, пришли на пляж и начали на этом пляже раздавать фрукты и овощи. Всякие яблоки, виноградинки, арбузики и все остальное прочее. Данное действие не понравилось работникам пляжа, и они пришли делать замечания. Когда начали делать замечания, за девочек заступился брат какой-то там, то ли по дзюдо, то ли по самбо. Ребята, работники пляжа, включили интеллигентов, отошли, взяли дубинки, палки и отметелили этого самого белоруса, так что он попал в реанимацию. Ну, то, что работники пляжа были не русскими, все видно на видео, которое там, по-моему, мама то ли этих девочек, то ли этого пацана, то ли и пацана, и девочек. Ну, как-то, знаете, как-то так вот интересно. Значит, его отметелили, так что он попал в реанимацию. Она ходит, снимает, а чё ты его избил, а чё ты его это, а чё ты так, а чё ты это. Ни крика, ни визга, ни истерики. Я не знаю, как оно было все на самом деле, но почему-то у меня складывается такое впечатление, что это такая была, не знаю, инсценировочка. Вот нужно где-то там в России сделать такие вот
скандальчики с битвами национальной почвы. Сделали. Ну, как-то вот, не знаю. Но в любом случае, все дела находятся под контролем, виновные задержаны, будут наказаны и получат свои сроки. Тем временем Государственная Дума запретила принимать крипту в качестве оплаты. Хочется уточнить, что крипту держать можно и биткоины, и лайткоины, и биткоины кэш, и прочую трихомудию. Вы можете держать. Вы можете ее продавать. Вы можете ее менять. Но вы не можете использовать ее в качестве оплаты. Вот, допустим, вы хотите обменять один биткоин на рубль. Обращаетесь в обменный пункт, которых 1001 на квадратный мегабайт в интернете. Отдаете им биткоин, получаете лям 400, лям 300 рублями. И это не запрещено и никак не карается. А вот, допустим, захотели вы купить какую-нибудь рекламу и расплатиться биткоином, то это уж нельзя. Ай-яй-яй. Вот такие вот хитрые законы. Но если честно, хотели запретить, запретили. Но нужно было как-то оставить, чтобы работало. Поэтому оставили. Тем временем в Государственной Думе слушается еще один закон. По этому закону хотят запретить россиянам вести какие-то бизнесы в Инстаграмах и Фейсбук. А интересно, а как они это сделают? Нет, ну, понятное дело, напишут закон, что все сегодняшнего дня в Инстаграме ничего продавать нельзя. В Фейсбуке тоже. Дальше. Вот у меня, допустим, к примеру, продаю чашки, кружки, горшки. Продаю в Инстаграм. Через Инстаграм я деньги получить не могу. Но на меня указаны контакты. По этим контактам люди обращаются ко мне. Я даю им ссылочку на сайт, они приходят, выбирают, оплачивают. Все культурно, все законно. Но как это Госдума сможет запретить? Поэтому подождем, пока этот закон будет принят. А там уже дальше посмотрим, что и как. И в завершении стрима последний новость. Большой начальник из Германии обратился к большому начальнику в Канаде и сказал: если ты боишься нарушения санкций, то отдай нам турбину, которую вы взяли починить у России. А чтобы санкции не нарушать, отдай ее нам, Германии. А мы уже отдадим ее России. И в итоге все будет хорошо. Вы санкции не нарушите, у нас все будет тепло и все нормально. Поэтому что, так работает? И подобных заявлений будет все больше и больше по мере приближения зимы. Но с учетом того, что сегодняшний стрим получился маленьким, скучным и все такое тому подобное, говорю всем пока. Увидимся через 4 дня. Ну и, собственно, все. Пишите вопросы, пожелания, предложения. А уж с ними как-нибудь мы разберемся. Все, всем пока.